компания Honda полностью рассекретила седан Civic 11 поколения. Модель получила новый дизайн, кардинально измененный салон, обзавелась современными электронными системами и слегка подросла, плюс расширился список оборудования. Главным рынком для Honda Civic являются Штаты, где седан выйдет на рынок уже летом. Поэтому Civic 11 поколения дебютировал именно в американской спецификации. Премьеру решили начать с седана. Новый пятидверный хэтчбэк и заряженный хэтчбэк Civic Type R представят позже. Внешне автомобиль не сильно отличается от одноименного концепта, представленного осенью 2020 года. Особенностью новой Honda Civic является двойная радиаторная решетка, горизонтальная светотехника, призванная сделать машину визуально шире, плоский капот и прямая подоконная линия, которая добавляет автомобилю солидности. Передние стойки седана чуть-чуть сдвинули к корме, удлинив таким образом капот. Еще занизили линию остекления и расширили заднюю колею. Вся оптика Civic, в том числе парковочные огни, теперь светодиодные. Патрубок выхлопной системы один. У версии Sport он выставлен на показ, у остальных вариантов спрятан под бампером. Также более отчетливо выражен хвост багажника. При этом габариты в новом поколении почти не изменились. Civic на 33 мм длиннее предшественника – 4674 мм, ширина 1801 мм и высота 1415 мм прежние. В основе седана лежит прежняя тележка, но ее модернизировали. Алюминиевый передний подрамник стал легче, а жесткость кузова на кручении увеличена на 8%. При этом у седана сзади по-прежнему многорычажка. Колесная база выросла на 36 мм до 2736 мм, а задняя колея теперь на 13 мм шире. Еще в Honda сообщили, что улучшена шумоизоляция. Также обещана более острая управляемость. Еще больше изменений у нового Civic скрывается внутри. Кардинально пересмотренный салон выполнен в новом стиле. Он стал более традиционным и спокойным, с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем и скрытыми дефлекторами вентиляции с джойстиками для регулировки потока воздуха. Дефлекторы находятся под декоративной накладкой с узорами в виде сот. Кстати, на фирменных снимках в основном показан салон Civic Sport. Но не исключено, что у других версий будут горизонтальные линии, как у нового кроссовера HR-V. Базовые приборы с аналоговыми шкалами и 7-дюймовым экраном. Но у топ-версии впервые появились полностью виртуальные приборы с дисплеем диагональю 10,2 дюйма. Вдобавок на модели дебютировали мультимедийка с 9-дюймовым сенсорным экраном в базе 7-дюймовой, аудиосистема Bose с 12 динамиками и передние сиденья с новым наполнением. В базе уже есть комплекс Honda Sensing, который объединяет систему автоматического торможения и другие ассистенты. Он лишился радара и теперь работает только с фронтальной камерой. Также есть ассистент движения в пробках и 10 аэрбэгов, где за доплату предложены боковые подушки на втором ряду. Двигатели остались прежние. Гамма состоит из двух агрегатов. Базовый атмосферник 2 литра 160 сил и 187 ньютон-метров и 1,5-литровая турбо-четверка 182 силы и 240 ньютон-метров с системой изменения фаз VTEC на впуске и на выпуске. Прежде было только на впуске. Коробка в обоих случаях клиноцепной вариатор с гидротрансформатором, электрическим насосом и функцией Step Shift, имитирующей физические переключения при резких ускорениях. В зависимости от версии, Civic будет идти с подрулевыми лепестками и 3 ездовыми профилями – Icon, Normal и Sport. Старт продаж намечен на лето. Для Северной Америки седан будут производить в Канаде. Прежние четырехдверки выпускают не только в Канаде, но и в Штатах. А хэтчбэк впервые пропишется на предприятии в США. Кстати, на моем втором канале есть видео с американского завода, где показан полный цикл производства Honda Civic 10-го поколения. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце видео. В России новый Civic не появится, так как Honda объявила об уходе с нашего рынка в 2022 году. Напишите в комментариях, какая Honda Civic вам нравится больше, новая или предыдущая. Также не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.